Какой мотоцикл из детства был у вашего бати? Вот у моего бати был Восход 1966 года выпуска, и мне очень было интересно посмотреть на его эмоции спустя столько лет, и поэтому я отправился в Ковров за Восходом. И, конечно же, беру я его по низу рынка и не на ходу, а смогу ли я его оживить и завести, мы узнаем в этом видео. Поехали! Вот и приехали мы за Восходом в Ковров, снимаем с него переднее колесо, чтобы погрузить его в автомобиль. Все, дальше пойдет рукой. Ага. Все, огонь. Это старая доска, надо сейчас принести нормальную, это сломается. Нормально, мне кажется, будет. Да, Саша, она нормальная. Да она 100 лет уже лежит здесь, встань на нее и сломай ее. Видишь, слази, не выдержит. Нормальная. Говорю, тебе 100 лет лежит. 5 зим, наверное, уже здесь, на земле. Я пошел за доской. Пока Саша ушел за свежей доской, мы скидываем фару с Восхода, потому что с ней он не влезет. А, это диски сцепа, да? Да. Они тебе пригодятся. Ага. Это тебе. Туда мусор не должен упасть, надо здесь заткнуть эту. Принести этот поролон или тряпки кусок. Да, давайте что-нибудь. Сейчас принесу. Ага. А вон. Надо ее солить, потом не промывать. Там был бензин. Пока там все чисто. А вот так вот пыль все. Все получше, да, спасибо. Вот так должно быть сразу. Вот крылки и двигатель. За руль поднимаем, а ты его вперед. Да, понял. Давай. Там на доску походи. Хорошо. Все, поехали. А теперь вы валите на бок и дальше все равно валить надо. Ты подними ее маленько, чтобы она не спускалась. Не, можно рывками. Так, Вот теперь потихонечку. Да, потихонечку рывками. Вот раз, отдохни. Да, теперь вот гаечку искать. Где магниты? Все вы сразу не сказали, я давно бы принес. Вон там мы покупали мод, вон там буквально в километре отсюда. Я просто не могу это осмыслить, что вон там сзади лежит Восход, который был в детстве моего бати. Едя домой после покупки, мы нашли очень крутой мотомузей. А самое главное, вот, первый мотоцикл останется в сердце навсегда. Если бы у него был бы наш бы опыт, блядь, особенно у тебя с большущими глазами, когда ты перебегал целый пруд асфальта, блядь, и улетел в лопухи к Бороздину на Восходе, вот это хохма была. Я до сих пор не могу забыть, когда я стоял сбоку, когда ты пролетал мимо меня, у тебя такой взгляд был, блядь, на меня такой умоляющий, типа, блин, ну блядь, ты стоишь, помоги мне, и ты мимо меня как ветер, и ушел, нахуй, блядь. И только слышу в обочине, вынь, блядь, думаю, все, пиздец, наебался. И потом такой охуевший ебаник, блядь, оттуда выползает из лопухов, из травы, блядь. Хотя, наверное, вся жизнь пролетела за эти несколько секунд, блядь. Итак, короче, приехали топовые запчасти на Альфу, и надо их заценить. Нужно твое экспертное мнение. Странно улыбаешься. Это что? Да ладно! Да ладно! Инструментик. Это что, Восход? Да. Прям ковровец, что ли, или первый? Ну, Как на нем... у меня почти, только черный. На нем написано Ковровец. На баке. Это еще старее, чем у меня был. Вот. Офигеть! Вот это да! Тут глушак от нового этого. Офигеть, ну ты вообще пиздец. Где ты его взял? В Коврове. В Коврове? Да. Реально под Ковровом за ним ездили. И прям задний этот топак такой же. Теперь это мотоцикл из моего детства. Мотоцикл из детства бати, да, он самый. О, все, пошел. Во. Держишь? Ща, 5 сек. Он мне ногу съел, писч. Вот, держу, все. Так. Опа.
Во. Охренеть. Вот такой вот писч. И фара родная. И фара, да. Оп, рулечек. 69-й. Почему-то год выпуска, а у меня был уже Восход, но 66-го. Ну чё, я погнал? Дрын-дрын. Такой вот. Сколько ему лет? 69-й год. 56 лет. Ковровец из Коврова. Ну, конечно же, он не на ходу. Ну, естественно. По нему, по-моему, видно, да. Но у движка даже какая-то компрессия есть. О, Во. Чисто теоретически. будем центровать магнит. Похож по цвету, как жестокий ужас. Жестокий ужас — это у моего друга детства. Был такой же черный. Мы его назвали жестокий ужас, потому что он всегда ломался. Ехал в темноте без фар, без света. У него постоянно он глох, и он вот эту вот крышку снимал на ходу. У него на одном болтике был. Снимал в поле. Брал камень, какие-то подкладывал лезвия, и там зажигание, и он вот так вот долбил, такой, так, вроде бы вот тут работал, надо центровать магнит. Расскажи, как он у него загорелся. Вот здесь карбюратор, и тут ванночка такая. Вот этот карбюратор у меня постоянно тек. И вот этого даже не было. Вот видишь, вот эти, я рассказывал, воздухан, Угу. а вот это новое. То есть это всегда вот эти шланги отсыхали, трескались и отплатали. Угу. И все ездили без воздухана вот здесь. А сюда капал у него бензин постоянно. Из-за того, что зажигание было неправильно настроено, он у него стрельнул с этим, с огнем. Вот сюда. И вот этой ванне загорелся весь бензин. Ну и, соответственно, вот так вот на бак сюда горел. Так он в тот момент утром, он дважды горел у меня-то ведь. Он первый раз загорелся, я его потушил. А потом, я не помню, кранчик забыл закрыть, нахуй, блядь, шланг перегорел, кажется. Я его опять поднял, он опять вылился, опять загорелся. А я его покрасил, сука, в такой ярко-голубой цвет, Ты даже был додуматься в голубой цвет мотоцикл покрасить, нахуй. И он такой весь закопченный потом был. В детстве он казался таким здоровым. А сейчас такой малюсенький. У меня еще были вот такие дуги здесь, ну как, для ветрового стекла. А стекла самого не было. Я как-то в детстве поехал, нажал вот так передний тормоз, потому что задний не работал. Вот тут даже задний тормоз есть. Ага. У меня колесо юзом, и я вот так упал. И сломал вот эту вот дугу. Думаю, чтобы дед меня не засек, я ее так подлепил. Думаю, если что, скажу, так и было. Сидуха новая уже от 3М'ов, зато живая. Офигеть. И чё почем? Хоккей с мячом. 10 тысяч рублей 10 российских, да. Офигеть. Ну доков нет, конечно, да? Ничего нету, есть вот мой. Зато аморты родные, только они, по-моему, не работают. А я ставил атыжа. Он становится вот такой вот выше, как бы такой задротый, такой прикольный. Атыжа можно поставить, есть. Да. Охренеть, Восход. Офигеть, прям смотрю на эти запчасти, они такие родные прям все. Ну так вот, да. Как будто я сейчас сяду и поеду. Даже колодки есть. Какие-никакие, но они есть. И они даже работают. А самый большой прикол, ты знаешь? Нет, какой? На каком бензине ездит данный пепелац? На 82-м, по-моему, да. На 76-м. Блин, а где его взять-то? Ну, если уж нет его, то 80-й. 82-го нету. Из 92-й, 93-й. А 92-й, если залить, что будет? Блин, я заливал. Короче, приезжаю на даче, где мы все гуляли компанией. И там всякие приезжают товарищи на мотоциклах, на машинах. Ну и у всех просишь, там, налейте 0,5 бензинчика там, или литр. Ну, кто-нибудь там наливает. Если из буханки, из УАЗиков, то он подходил. Они ездили на 76-м, на 80-м. А тут подхожу, как он пишет, что на копейке, по-моему. Или даже это была уже не копейка. ВАЗ-21-013. Он говорит, а у меня 93-й.
И 92-й тогда еще был. Я, ну, не знаю, что, давай, а что делать-то? Дал мне банк 3-литрового бензина. Я его размешал с маслом, залил, и он работал на высоких оборотах. То есть он те холостые, которые у него были, он не держал, а он был с завышенными. Он гонял, конечно, красота, но мне кажется, это было как-то перебор. Поэтому сейчас будем залезать в генератор и смотреть, что там вообще происходит. Если там искра, как поживают наши кулачковые зажигания древнейших времен. Если оно вообще там, одного болта уже нету. Минус. Это быстросъем. Да. Пошел. Пошел, даже жидкий ключ не нужен. Пошел. Итак, опасный момент. Держи эту Держу. лапу. Ух, Вот оно. Охренеть, у тебя даже есть трос спидометра. А вот они кулачочки. О, кулачковое зажигание, старое Так доброе. они пик-пик-пик делают. Дим, знаешь, что было? Что? Есть! Кто? Искра! Как ты понял? Палец засунул Чего? через болт. Раби, давай. Я вот принес. Ну, вставляй. Есть! Есть! Реально? Есть, есть! Есть! Топчанский. Офигеть! А я, я в душе, я уверен, что там есть почему-то искра. Я за свой палец, из-за того, что длинный вот этот юбка от этого, я, может, не достал, может, еще как дергаю, думаю, нету. Я так расстроился, думаю, наверное, там все потрохи растащили, все продали. А теперь ядрить она есть. Надо свечку нормальную просто, да? Свечку нормальную, там, если надо что настроить, но все, его можно уже Че? Заводить. пробовать, да. Ну, там карбюраторы, хренаторы, это все это ерунда. Устанавливаю колесо, которое мы сняли еще в Коврове. Так как гайку передней оси я потерял еще в Коврове, когда мы с мужиками ее снимали, мы кладем восход на бок. Запчасти на восход я покупал с помощью карты Т-банка, потому что там хороший кэшбэк и удобная возможность откладывать деньги. Я вам хочу порекомендовать светящуюся дебетовую карту Т-банка. Когда вы ее прикладываете, она светится, и у нее есть несколько классных дизайнов. Самый кайф — это кэшбэк рублями прямо на карту до 30%. Я сам каждый месяц выбираю категории кэшбэка, и если там есть маркетплейс или что-то еще, где можно купить запчасти, прилетает некислый кэшбэк в конце месяца, который можно потратить на масло для мотоцикла, ё-моё, блин. Если у вас еще нету светящейся карты Т-банка, то вы можете оформить ее по моей ссылке в описании, и ее обслуживание для вас будет бесплатным. Ссылочку я оставлю в прикрепленном комментарии и в описании под этим видео. Бедный мой восход, просто его замело снегом. А все из-за того, что гайку потеряли тогда с мужиками. И закрепить колесо никак не получается. Но она скоро приедет, и я его увезу уже вон туда, в тепличку. Бедолага. По итогу увез я его раньше, не дожидаясь гайки, потому что сердце кровью обливалось, когда я видел его под снегом. Очищаю ось колеса от грязи, чтобы туда хорошо засела новая гайка. Вилочки мотоцикла кривые, и они не сходятся рядом с осью колеса, и я не могу их вместе поставить. Поэтому переворачиваю восход на бок. И силой пытаюсь стянуть вилки руками, чтобы натянуть туда ось переднего колеса. Но у меня ничего не получается, поэтому я решаюсь ее вовсе открутить. Опа, о, все. И очень долго я не мог стянуть гребаные вилочки, чтобы ось переднего колеса дошла до второй вилки. Ну и с помощью бати, кувалды и такого маленького штырька кое-как у нас натянулась эта гребаная вилка, и в общем-то ось колеса наконец-то встала. Общими усилиями поставили колесо.
Но есть нюанс, то что без этого штырька это сделать не получилось. Если приглядеться, одна из вилок у него очень кривая, а именно вот эта. Идет она прям в натяг. Отражается это на том, что если мы ровно ставим руль, то колесо у нас смотрит в бок. Брызгаю жидкий ключ для того, чтобы открутить бензобак. Теперь откручиваю нижние гайки бензобака. Сразу снять бак не получилось, потому что нужно открутить еще вот этот маленький болтик чуть выше на руле. Теперь я откручиваю старый оригинальный воздушный фильтр восхода. И его снимаю. В нем внутри должно быть масло и такие специальные нити. Ну, конечно же, там внутри он полностью пустой. А это старый карбюратор, на котором нету вообще никакой топливной системы, ни дроссельной заслонки. В общем, выглядит наш дружище очень и очень печально, но зато оригинально и сделано в СССР. Откручиваю старую свечку зажигания. Вот такое вот у нее состояние. Работает или нет, я даже честно не знаю и проверять не хочу. Вижу ржавчину на поршне. Ну и нагар. Проверяем наличие масла в коробке нашего восхода. Вот, собственно. И все масло в коробке. Понятно, короче. Оно все вытекло к хренам просто. А тем временем я заказал новый карбюратор, потому что уже пора оживлять нашего красавчика. Вот так в сравнении выглядит старый и новый карбюратор. Так как на шпильках не оказалось гаек для крепления карбюратора, я заказал новые. Шаг резьбы у них один, а резьба сама М8. Будьте внимательны, это не совсем стандартные гайки. Ну а также воздушный поролоновый фильтр. Теперь сливаю с бака старое топливо, заливаю немножко нового, чтобы чуть-чуть его промыть. Но тут произошло что-то очень интересное. Охренеть, вы смотрите, как низко и близко летает чувак. Конец. Просто очень близко. Офигеть. Ой, это вообще не то. Вот так в сравнении выглядит новая и старая свеча зажигания. Распаковываю новый топливный шланг, а также на всякий случай новый топливный фильтр. Снимаю с альфы свою ручку газа и прокидываю новый тросик, но, к сожалению, он нормально. Окей, пока нормально. Вставляю новый трос газа в новый пульт для восхода, в котором будет крепиться ручка газа. Собираем все это вместе. И скрепляем винтиками. На первый взгляд все работает, поэтому можем переходить к следующему этапу. Устанавливаем тросик газа в заслонку карбюратора. Стенка на стенку. Протягиваем наш новенький трос вдоль рамы.
Зацените прикол. Оп. Короче говоря, косяк. Новый трос просто не держится в ручке от Альфы. Просто оттуда выскакивает, и ручка газа нифига у меня не работает. Мне нужно снять грипсу, чтобы снять вот эту старую ручку. Фу, почти. О, победа, да. Устанавливаю новую ручку сцепления. О. Снимаю старую ручку переднего тормоза. Офигеть, эта штука у меня засунулась туда внутрь только после того, как я вот эту шайбочку смазал маслицем. Протягиваем новый трос сцепления в корзину со сцеплением. Вытаскиваем старый тросик и на его место ставим новый. Все работает, за исключением того, что трос оказался слишком длинный, и его моя новая ручка натянуть не может. Поэтому батя придумал мне вот такую вот прикольную тему, чтобы он был натянут. Мне приехала новая ручка газа специально для восхода. Но в пульт для восхода она не совсем подходит, поэтому приходится ее немножко запиливать, а также зачищать ножом, чтобы она там свободно могла крутиться. Топ, просто топ нахрен. Купил ручку для восхода, трос для восхода, все для восхода, ничего к восходу не подходит. Потому что здесь трос нужен от Альфы. Ну, такой широкий, вот под эти бороздочки. И в ручке для восхода мой тросик тоже вылетает, поэтому делаю вот такой вот колхозик из шайбы, чтобы он там фиксировался в этой чертовой ручке газа. Косяк только в том, что ее надо было лепить после вот этой штуки, потому что так она не влезает. О. Но, к сожалению, время потрачено было совершенно впустую, потому что эта шайба царапает пульт, ходит с рывками и иногда даже выпадает. Короче, тема абсолютно беспонтовая, ничего мне не получилось с этим сделать, к сожалению. Пушистый! Ты чё тут такой красавчик? Это наш кот, его зовут Пух. И он ходит под дождем и мокнет зачем-то. Он, смотрите, он мокрый. Знаете, какой он классный. Ставьте лайк, если вы тоже хотели себе такого кота. Откручиваю рычаг переднего тормоза и ставлю целиком пульт от своей Альфы, и также ручку газа тоже от своей Альфы. Ну и, конечно же, тросик газа тоже установил от Альфы с широкими бороздочками, и вуаля, все подошло и все заработало. Так как шлицы на моем пульте все слезались, на винтах я достал винт нужной резьбы, но слишком длинный, и отпиливаю и ненужную часть ножовкой. Ну все, ручка газа собрана, можно и накидывать бак. Ну и накидываю новый топливный шланг. И также топливный фильтр, так как хомуты нормальные топливные я заказал слишком маленького размера, они не налезают на этот шланг, я временно решаю использовать вот такие вот строительные хомуты. Заливаем немножко бензинчика для того, чтобы проверить работу топливной системы. Открываем краник, колбасим мотоцикл и вуаля. О, все, балдежик. Подключаем шланг к карбюратору и все, топливная система полностью собрана. Разогревая ручку руля строительным феном, я натягиваю на нее новенькую грипсу, так как на холодную это сделать практически нереально. Фух. Ну и пришло время наконец-таки залить масло в коробку передач. Гениальная идея, чтобы не проливать масло, заливать его через шприц. Вот так вот, чик. И все чисто и удобно.
Используя двухтактное масло, я разбавляю бензин в соотношении 1 к 25. Ну и, конечно же, тщательно все это дело перемешиваю. Итак, что же? Все, я собрал все, что мог собрать. И можно попробовать заливать в него бензин и пробовать его заводить. Ну давай. Ой, Ты боком-то сделай вот так. А искру ты смотрел? да. Но на новой свечи не смотрел. Нифига он вообще, да? Ощущение, что там что-то отдачкой было. Ё-моё, офигеть звуки. Толкай давай. На себе на второй не может прокрутиться. Ё-моё. А чё с ним? Искры, наверное, нет. А как он сейчас ехал? В смысле ехал? Он работал все? В смысле он работал на передаче, я его качу и что он работал? А, это он не работал? Он не Нет. завел? Я думал, он завелся. Есть. Ну, я не знаю, нет бензина. А сколько ты масла разводил? А, 1,25. Это сколько? 1 литр бензина, 25 литров масла? Ну да, я по этой штучке вот делал. Точно? Да, Литр бензина и 25 литров масла. да. Отлично. А чё? Ну, там как на этой штуке было написано. Пошел. Это вот то, что мы шприцом бабахнули Да. туда. И все, и закончился. Карбюратор не дает почему-то бензин. Это еще, да. Вспоминаю старый добрый восход. Твою мать. Что это? Бензин. Бензин зажегся, тот, который налил. Ушел в глушак и там взорвался. Охренеть. Ё-моё, блин. Вон тут прям вообще он весь мокрый. Он не в ту сторону подает топливо. Все, батек угнал. Охренеть. Он завелся. Вон едет. Ну чё, как оно? Охренеть. Охренеть вообще! Ёлки-моталки, блин! Офигеть! Завелся! Ядрить восход!
Ну что, как тебе Я восход? даже не думал, что мы сегодня еще и покатаемся. Я тоже не Я думал. думал, ну максимум что-нибудь там дрынкнет, пымкнет, чпомкнет, как поначалу было. Думаю, ну и все на этом. Но у меня вселяло надежду то, что есть искра, и то, что двигатель, у него охрененная компрессия. То ли он перебранный, то ли он там, не знаю, мне кажется, он прям вообще топчик. По-моему, охренительный вообще, просто он очень крутой. Блин, ну он реально крутой, он заводится очень здорово, просто офигенно, реально. Двигло у него, походу, реально хорошее. А передачи, что передачи скажешь, как переключаются? Включаются вообще офигенско. Все нормально? Да. Офигеть, я думал, все, коробка там ушатанная, все ушатано, я просто масло туда залил, все, ничего не делал с ней. Даже до 4-й тут дошел, она едет. Так, 3 раза подряд. Восход. А у тебя восход так не заводился, да? Ты какой его обдрынкаешься, потом с толкача еще не сразу заведешь. Но этого я потом понял. Когда свечки нормальные пошли, у меня уже его не было, восхода, мотороллер был. Это в основном из-за свечек было. Расскажи подписчикам про свечи от кукурузника. От самолета кукурузника, как они вообще, зачем они были, нужны и как они работали? Ну, у меня слезалась резьба под свечу. То ли один раз неправильно затянул, то ли что с ней произошло. Короче, она провернулась. Ага. Вот, и надо было что-то делать. Деду сказал, он понес на завод. На заводе сняли головку, расточили там большое отверстие. Угу. А футерку сделать туда не сделали, потому что то ли материал не был, то ли этот токарь что-то там. И в итоге он мне принес головку с большим отверстием. Ага. И говорит, блин, жди футерку, когда там ее сделает этот токарь, ля-ля-ля. Ну я ждал. А потом дед приносит мне свечи. Вот такие здоровые. На, говорит, может, они, говорит, подойдут. Вкручиваем в резьбу, да, подходят. Я говорю, что такие свечи? Они вообще огромные, в 2 раза больше, наверное. Куда это, говорит, от кукурузника? Я да ядрить. Посмотрели, искра есть. Он мне принес их горсть такую, штук 5 или 7. Какие-то выбрали более-менее похожие. На какой-то одной он поехал. Едет, ну так иногда чпонькает, что-нибудь там. Вот. Потом от нее отогнулась вот это вот, как он называется, язычок. Вот. Ну и что? Пассатижами отламываешь вот эту цоколь керамический. И вот этот штырь вот так вот прислоняешь к резьбе, выставляешь там зазор и так ездили. Офигеть вообще. Потом все-таки футурку это мне дед сделал, принес, поменял. У меня в бардачке валялась куча этих свечек. Они служили в качестве прикурителей, потому что у него ванна большая, туда много бензина наливается. Вот так из бардачка достанешь и бензин нальешь, ножкой дрынкнешь, вот как сейчас. Бензин загорелся. Прикурил, дальше поехал. А если с твоим восходом сравнить, который у тебя в детстве был? Этот он лучше, хуже? Чем отличается? Ну, лучше, хуже я пока не пойму по динамике, потому что ведет сцепление, когда на разгоне. То есть он сначала разгоняется, потом срывается и... Вот, а так-то все очень похоже. На внешний вид он вообще одинаковый, у меня только зеленый цвет был. Ну, у тебя, наверное, вилка только была нормальная, работающая, и руль ровный. Руль ровный, вилка, может быть, она и по мягкости такая же. Вот, ну, по полицейским я не ощутил, что тут что-то. Ну да. Либо дубовый, либо какое, потому что моя тоже могла не работать, в смысле, масло, она тоже всегда текла. И, возможно, там были только одни пружины работали. Офигеть. Ну и я был гораздо легче, поэтому как тут сравнить? Блин, ну круто вообще, мне очень понравился восход. Нет, я думал, на нем вообще будет страшнюче ехать. Это вполне себе. Офигеть. Ну тут прям видно, как у него из выхлопухи фигарит дым. Но тут надо тут подмотать, здесь подмотать. Да. Он будет потише. Блин, ну круто вообще. Круто. Карбюратор нормальные свечи делают восход. Просто машины. Ну да, кстати. Вообще. Тут обдергаешь эту ножку, весь потеешь еще. Да ядрить, почему он не заводится? Один раз зайдешь, все.
хватит. Беги, толкай. Блин, прикольно, даже продавать как-то жалко. Да вообще, да. Прикольно он, блин, такой. Это ловушка, я попался, он мне понравился, он прикольный, хочется его оставить, ё-моё, блин. Работала хорошо поговорка. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Потому что вот в те времена это было самое... То есть ты можешь иметь хоть сколько денег, но если ты не найдешь того, у кого есть эта часть, то тебе ее никто и не даст, потому что никто не знает, что она тебе нужна, а ты не знаешь, где ее взять. А когда у тебя много друзей, ты у всех поспрашивал, кто-то поспрашивал у кого-то другого, и в итоге так что-то находилось. Офигеть. А резина, ты говорил, у тебя лысая была, тут-то нормально? У меня вот это вообще идеально. Во-первых, вот это вообще шипастая, я не знаю, от чего она такая, это уже новая какая-то. Такую иметь за счастье было. Офигеть. Здесь у меня было от Явы, от шестерки, по-моему, от старушки. Лысая, просто лысая резина. Я постоянно падал, как только дождь начинался. Все дороги были грунтовые, колея. Ну и вот чуть-чуть повернешь и сразу летало, как дождь пошел, все. Офигеть, самое смешное, что он работает на старом кулачковом зажигании. На 92-м бензине. Да, на раньше 76-й. Да. В лучшем случае 80-й уже потом появился. Давай проверим. О, вот уже все. А, ну ядри. Я как-то дернул, Со второго раза. Да, реально, Алиса говорит, заводится лучше Альфы. Ну, говорят, Восход плохо заводится. Офигенно он заводится. Итого покупка самого Восхода мне обошлась в 10 тысяч рублей. Доставку его из Коврова в Подмосковье, где я живу, считать не буду, потому что я еще останавливался с Алисой во Владимире, и мы там чилили и отдыхали. И также я вложил в него некую сумму средств, чтобы он поехал. И сейчас я вот все записал и все посчитал. Покажу, сколько я в него вложил. Покупал все запчасти я на маркетплейсах. Итого, я купил в него новый карбюратор. Он мне обошелся в 1377 рублей. Выбирал просто по отзывам на Восход. Также с мужиками, когда мы снимали переднее колесо, потеряли гайку передней оси. Она стоила 314 рублей. Потом новые грипсы на руль я покупал. Стоили они 314 рублей. Вот так выглядит грипса газа и вторая грипса обычная, соответственно, на ручку, которую я ставил в видео. Пульт ручки газа мне обошелся в 557 рублей. Я его пока не поставил, потому что сейчас стоит пульт и ручка газа от Альфы, но потом я его установлю. Ручки тормоза и сцепления, вот такие вот новые, мне обошлись в 727 рублей за 2 штуки. Также я купил новый трос сцепления, он стоил 361 рубль. Воздушный фильтр нулевик поролоновый, он стоил 529 рублей. Масло двухтактное купил, 1 литр мне обошелся 381 рубль. Купил от ВМП Авто, потому что его АП команда рекламирует, и решил его взять, на него очень много хороших отзывов было. Свечи зажигания 2 штуки, они комплектом продавались, я купил, они мне обошлись 537 рубасов. Новый тросик газа купил, он стоил 159 рублей. Диски сцепления новые купил, это 560 рублей. Я их еще не поставил, но я их с запасом купил, вдруг пригодятся, если там сломаются. Гайки на шпильке карбюратора я еще покупал, они не стандартные, у них М8 и шаг резьбы 1. Обычно там 1,5 идет. В общем, они вообще недорого стоили. 116 рублей сразу за 2 штуки. Они не для Восхода, ну, это просто обычные гайки, но они нормальные, можете тоже их брать. Также я купил топливный шланг, он мне обошелся в 265 рублей. Итого в Восход я вложил около 6000 рублей, чтобы он поехал. Но многие из этих деталей можно было просто не покупать или где-то сэкономить. Но я заказывал все на маркетплейсах. И единственный вывод, который я могу из всего этого сделать, это то, что первый мотоцикл останется в сердце навсегда. В этом я убедился на примере Восхода из своего бати, а также на примере своего мотоцикла из детства. Если хотите посмотреть про мой мотоцикл из детства, сериал по нему есть на канале. Можете посмотреть по конечной заставке. Всем пока!